ребята, добро пожаловать на корабль пиратов губной гармошки. И сегодня у нас на горизонте гармоника Conjurer VH1040. Данную гармонику мне прислали на обзор компания Conjurer, за что им огромный респект. Тем не менее, смею вас уверить, что обзор будет максимально объективным. И, как обычно, начинаем с комплектации. Поставляется гармоника вот в такой вот замечательной коробке. Это сейчас весьма популярный формат. Сверху мы видим наименование производителя. 10 holes, что значит 10 отверстий, прошу заметить. Chromatic without valves — это отсутствие клапанов. Они же винсейверы made by Conjurer. Понятно, сделано Conjurer. Сзади коробки информация аналогичная. Сбоку мы видим все то же самое, только в еще более кратком виде. Сразу скажу, что мне нравится дизайн коробки. Мне нравится, кстати говоря, логотип компании Conjurer, хотя непосредственно отношения к делу-то не имеет. И, что интересно, гармошка идет сразу в 3 цветах. Причем, помимо классического серебристого, у нас есть красный и синий. Также в комплектацию входит кейс черного цвета. Сверху замечательный логотип и эмблема компании Conjurer. Наименование модели VH1040. По какой-то причине, как вы видите, кейс пришел весьма покоцанный. Непонятно, дело в доставке или в чем, но гармошка при этом новая, и это самый покоцанный кейс новых гармошек из тех, что я видел, из тех, что мне попадались. Еще одна особенность подобного рода кейсов — это то, что он сложно открывается и закрывается. Но в остальном для бюджетной гармошки выглядит вполне себе надежно, как минимум от пыли, от царапин защищает уже хорошо. Конечно же, в комплектацию входит тряпочка, что очень важно, прошу заметить, брендированная, и инструкция. Обычно инструкции не представляют в данном случае ничего интересного, но не здесь. Почему? Потому что доступные ключи, они же тональности, Only C конкретно для данной модели, а также для моделей 1664J и 1248J. Однако для VH1248 помимо ключа до доступен еще ключ соль, ля, си бемоль, ре и, что самое интересное, лоу C. Conjurer, если вы смотрите этот обзор, присылайте VH1248 в ключе лоу C, он же тенор, с радостью буду обозревать. Очень интересно поиграть на такой гармошке. Также указано, что VH1048 в самом низу по качеству, что неудивительно, гармошка самая бюджетная из хроматических у Conjurer. Но что еще интересно, как уже было сказано ранее, гармошка 10-дырочная. И можно подумать, что это как 12-дырочная гармошка, только без 11-12 отверстия. То есть тот же самый строй. На самом деле нет. На 9 и 10 отверстиях строй отличается. Вместо того, чтобы на выдох у нас были ноты до и ми, у нас ноты ми и соль, а на вдох ре и фа. Это если не зажимать слайдер. Таким образом, Conjurer в конце избавились от вот этого повторения ноты до на выдох, как, например, на 4 и 5 отверстиях, и увеличили диапазон гармошки на тон. То есть в противном случае крайней нотой была бы нота фа диез 3 октавы, а так у нас соль диез 3 октавы. На самом деле решение несколько сомнительное, стоит ли на того, потому что один тон это не так много, а строй поменялся. В чем ценность настройки соло? В том, что строй практически везде идентичный. В целом же комплектация нормальная, симпатичная коробка и вопросы к покоцанному кейсу. Теперь переходим к внешнему виду непосредственно инструмента. На верхней крышке надпись Conjurer, отверстия пронумерованы от 1 до 10, на нижней крышке Made by Conjurer написано, и сзади на корпусе прикольная переливающаяся надпись
опять-таки канжоры. В остальном дизайн обычный, скажем так, классический. Куда интереснее, на мой взгляд, красный и синий цвета. Вообще забавно, что есть красный и синий, но при этом нет черного цвета. Однако, кому-то это, конечно, может показаться странным или спорным, но когда поиграешь на большом количестве вот преимущественно таких вот серебристых или в лучшем случае черных гармошек, то цвета красный, синий, зеленый выглядят очень даже притязательными и необычными. Эргономика — это первая 10-дырочная гармошка, которую я держу в руках, и я, с одной стороны, приятно удивлен ее компактности. Казалось бы, 12 дырок, компактная гармошка, но 10-дырочная выглядит еще компактнее. Кто-то, конечно, скажет, что диапазон не полный, примерно 2,5 октавы вместо классических 3, но я на это отвечу, что у меня есть только одна композиция в репертуаре, в которой я захожу на 11 отверстие, ни одной, где я бы играл 12 отверстие. Поэтому 10 отверстий, на мой взгляд, вполне себе достаточно. При этом гармошка маленькая, удобная, компактная, просто замечательно. Из недостатков подобного рода гармошек, в особенности у бюджетных моделей, вот здесь вот с краю есть острый угол, как правило, и данный экземпляр не является исключением. Но справедливости ради скажу, что будет сложно, скорее всего, об него пораниться. То есть в целом вполне себе нормально. Куда больше напрягает то, что сам корпус скруглен, хотя довольно-таки слабо, мог быть скруглен и получше. А вот платы не особо скруглены, и держа гармошку в руке, ты чувствуешь, что они такие не очень приятные. И еще один момент. Да, гармошка удобная, да, хорошо сидит в руке, но только до тех пор, пока ты не начал играть блокировкой языком. Практически не вмещается у меня палец, когда играешь, например, октавы. То есть он уже практически выходит за пределы. Достаточно неудобно держать в таком положении. Нужно поддерживать обязательно правой рукой, чтобы гармошка более-менее устойчиво сидела. Теперь переходим к самому главному — звук. Во-первых, что меня удивило, так это воздухопотери, точнее практически их полное отсутствие. Это уже третий обзор на губную гармошку без клапанов. Я напоминаю, что это как раз таки такая губная гармоника, и это однозначно лучшая гармошка из 3 по отклику. Удивительно, конечно, как научились делать бюджетные хроматические губные гармоники без клапанов, при этом добиваться вот подобного рода воздухопотерь. Да, предыдущие 2 гармошки были, конечно, 3-октавные, 12 отверстий там было. 10 отверстий, наверное, проще сделать с минимальными воздухопотерями, нежели чем 12. Но, тем не менее, факт есть факт. Гармошка
более чем в этом смысле играбельная. А вот из минусов немного вкусовщины. Мне не нравится ее тембр. На мой взгляд, он несколько плосковат. Но это дело сугубо субъективное. Уверен, что найдутся любители такого звука. Хотя, с другой стороны, можно было бы сказать, это же бюджетная губная гармошка. Чего ты хочешь от звучания? Но дело в том, что попадались и бюджетные губные гармошки, и хроматические, и диатонические, которые при этом именно по тембру звучали более чем отлично. Також здесь можно сделать вывод, и кому может приглянуться подобного рода гармоника. Во-первых, тем людям, которым не нравятся клапана, потому что они шуршат, особенно на низких отверстиях, дают дополнительные призвуки. Также можно рекомендовать тем, кто не любит большие гармошки, тем, кому даже 12-дырочная хроматика кажется большой, в таком случае 10 отверстий будет хорошим для вас подспорьем. В целом такой неплохой вариант, в особенности для начинающих, вполне себе играбельный, громкий, кстати говоря, хорошо звучащий инструмент. Да, есть определенные нюансы, которые я уже упомянул, но также имейте в виду, что раз уж здесь нет клапанов, то и нет клапанных бендов. А на этом все. Еще раз спасибо Conjurer за замечательную губную гармошку. Присылайте на обзор еще губные гармоники. С радостью их обозрею. Весьма неплохой инструмент. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал. Тем более, что в следующее видео мы посмотрим на губную гармошку от Conjurer под названием Blue Storm. И чтобы его не пропустить, обязательно подписывайтесь. Попутного ветра. Пока.